Привет, друзья! Сегодня в Германии происходят значимые изменения, которые способны повлиять на политическую структуру государства. Новые соцопросы показали, привычный баланс сил рушится. Впервые за долгое время партия «Альтернатива для Германии» почти догнала традиционных лидеров. Разрыв между «Альтернативой для Германии» и ХДС-ХСС минимален. Что это означает для страны? Почему растет разочарование в правящей коалиции и как это может повлиять на следующие выборы? Я покажу вам точные цифры, мнения аналитиков и реакцию политиков, а также разберем, какие регионы особенно активно меняют свое настроение. Начнем с самых актуальных данных, которые уже активно обсуждаются в политических кругах Берлина. Новое исследование показало существенное падение доверия к правительству, и в это же время резко набирает популярность партия «Альтернатива для Германии». По данным ЦДФ, сейчас лишь, внимание, 49% немцев оценивают работу коалиции ХДС-ХСС и социал-демократической партии Германии как скорее хорошую, в то время как еще месяц назад таких было, внимание, 60%. Уровень недовольства вырос до 41%, это резкий рост за считанные недели. Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, ХДС-ХСС получили бы 27%, а «Альтернатива для Германии» уже на подходе 24%. Это означает, что АДГ сокращает отставание и серьезно претендует на роль второго мощного игрока. А вот YouGov подтверждает, что за июль АДГ прибавила еще 2% поддержки, достигнув, внимание, 25%, а Союз теряет свою поддержку, опускаясь до 27%. Наблюдатели говорят, правящая коалиция черно-красных переживает кризис доверия. Уровень доверия канцлеру Фридриху Мерцу стремительно падает, только 29% оценивают его работу положительно. Это почти зеркально противоположная ситуация, если сравнивать с началом правления предыдущей коалиции. Особенно сильное недовольство фиксируется на востоке страны. Там оно достигает 65-70%, в то время как на западе держится на уровне около 59%. В то же время скепсис распространяется и на партнеров по коалиции. Лишь 34% довольны работой правительства, тогда как 44% наоборот. Отмечу, внутри электората социал-демократической партии Германии чувствуется явное разочарование. Рост поддержки «Альтернативы для Германии» на фоне снижения популярности черно-красной коалиции приводит к заметному изменению политического ландшафта. Похоже, нынешняя коалиция теряет тот импульс, с которым она стартовала. Не исключено, что событие станет поворотным моментом для всей системы, и уже с такими вот трендами сложно удержать большинство вплоть до 2029 года. А следующее событие вызывает еще больше вопросов. Табачный гигант Филипп Моррис готовится к выходу из Германии. Да, друзья, сразу после закрытия фабрики в Берлине, где производство, напомню, остановилось 30 июня 2025 года, теперь в июле завершит работу и завод в Дрездене. Это финальный этап ухода крупной компании с немецкого рынка, прекращение производства сигарет в стране. Ожидается, что 274 сотрудника Дрезденской фабрики останутся без работы. Часть из них получит компенсации и возможность перевода на другие производственные площадки, остальные – увольнения. Почему такое решение, которое разворачивает десятилетия стабильности? Официальная причина является резкое падение спроса. Менее 20% взрослых в стране, внимание, курят, и этот тренд лишь усиливается. Компания уже давно перестроилась, сигареты уступают место бездымным альтернативам, табачным нагревателям и никотиновым пакетикам. К 2030 году планируется, что такие продукты дадут 2/3 продаж. Сегодня это выглядит как символичный шаг. Германия теряет свою последнюю фабрику Philip Morris, а концерн полностью переключается на другие рынки. Но более важно, это маркер глубоких изменений в табачной индустрии и стратегической перестройки компании, вынужденной адаптироваться к новым реалиям. Производство сигарет в Германии завершено, что символизирует переход к отрасли в новую фазу и повлияет, соответственно, на судьбы работников, занятых на этих предприятиях.
Но не только экономика и промышленность теряют свой потенциал. В Германии зафиксировано увеличение числа поддельных банкнот, и это имеет практическое значение. Например, по данным немецкого федерального банка, в 2023 году количество изъятых поддельных банкнот увеличилось почти на, внимание, 28% и достигло примерно 56 600 штук, что оценивается около 5,1 миллиона евро. Исходя из этой статистики, в среднем на 10 тысяч жителей приходилось 7 фальшивых банкнот, тогда как годом ранее их было всего лишь 5. Чаще всего подделки встречаются, внимание, среди банкнот номиналом 50 евро. На них приходится около 38% всех выявленных фальшивок. Далее идут номиналы 20 евро, 200 евро и 500 евро. Это объясняется тем, что именно крупные купюры используются при мошенничестве с предметами роскоши, золотом, автомобилями. Это операции, где фальшивка приносит максимальную выгоду. Тем не менее, риск для обычного человека остается крайне низким. Даже по данным экспертов, вероятность столкнуться с подделкой в повседневной жизни минимальна. На перспективу жизни приходится столкнуться с фальшивкой разве что раз на десятки лет. Бундесбанк напоминает, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно использовать классическую методику проверки. Пощупать, посмотреть, защитную нить под цветом – все это помогает отличить настоящую купюру от подделки. Также выявлен рост числа поддельных монет, особенно номиналом 2 евро. В прошлом году было изъято более 115 тысяч фальшивых монет, что на 58% больше, чем в предыдущем году. Если вы сомневаетесь в подлинности купюры, сдайте ее в банк или сообщите в полицию. Важно, передача фальшивых денег – это преступление, получать компенсацию никто не будет. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Следующая новость отражает текущую экономическую ситуацию в Германии и может указывать на возможные трудности. Во втором квартале 2025 года уже Volkswagen потерял треть прибыли. Концерн объявил, что операционная прибыль упала на 29%, составив примерно 3,8 миллиарда евро вместо ожидаемых 5,5 миллиардов евро. А маржа сократилась до 4-5% вместо запланированных 5,5-6,5%. Это следствие сразу нескольких неблагоприятных факторов. Во-первых, более 1,3 миллиарда затрат из-за американских импортных пошлин, более 700 миллионов на перестройку и расходы по электромобилям и сильный спад прибыли у премиальных брендов – это Porsche и Audi. Porsche, например, потеряла 91% прибыли, вместо 1,7 миллиарда лишь 154 миллиона евро. Audi сократил доход почти на 2/3. Тем временем Volkswagen марка наоборот показала рост, операционная прибыль ее сегмента составила 991 миллион евро, превысив доходы Porsche и Audi вместе взяты. Руководство компании теперь меняет курс, вместо прежнего роста до 5% ожидает стабильные продажи без увеличения и маржа только, как я сказал, на уровне 4-5%. Председатель правления Porsche Оливер Блюма публично предупреждает, предложенные 15% пошлины от Соединенных Штатов Америки слишком высоки и уже ведутся переговоры об их снижении, включая возможный двухсторонний договор с Америкой. Антлиц, финансовый директор, призывает к серьезной экономии. Уберечь маржу можно только за счет крупных перемен, включая сокращение до 35 тысяч рабочих мест к 2030 году. Если тарифы не снизятся, маржа может опуститься еще ниже, а экономика Европейского Союза получит новый вызов уже этой зимой. Кстати, согласно последним новостям, Германия себя показывает и в космосе. Она планирует создать собственное спутниковое коммуникационное пространство. Министерство обороны нацелено на запуск порядка, внимание, 300 малых спутников, которые должны обеспечить автономную связь для Бундесвера без зависимости от внешних операторов. По данным инсайдеров, концепция носит долгосрочный характер, базовый уровень сети должен заработать к 2029 году, далее планируется постепенное расширение. Сейчас, напомню, армия сильно зависит от коммерческих решений вроде Starlink, и это воспринимается как стратегический риск.
Один из генералов отметил, цитата, «Современные военные нуждаются в постоянной спутниковой связи, особенно в кризисных ситуациях». Инсайдеры сообщают, проект получил принципиальное одобрение, поскольку расходы на оборону теперь не ограничены долговым тормозом, и правительство готово выделять значительные средства. Хайп нарастает, речь идет о десятках миллиардов евро на десятилетие, а ответственность на плечах Министерства обороны. Тем временем в стратегических кругах говорят, такое спутниковое созвездие – это не просто технологическая амбиция, а ключ к независимости и самостоятельности Германии в кибер- и космической сфере. Аналитики уже предрекают, это может круто изменить структуру европейской обороны и дать Берлину новую роль. Не просто потребителя, а производящего игрока на космической арене. Реальное действие начнется уже через 4 года, первые испытательные запуски ожидаются до 2029 года. А вот следующая новость касается уже миграционной политики Европейского Союза. В Германии резко выросло количество принудительных высылок. В первой половине 2025 года из страны были депортированы более, внимание, 11 800 человек. Это существенно больше, чем около 9,5 тысяч за аналогичный период прошлого года. Это стало частью нового жесткого курса федерального правительства. Министр внутренних дел подтвердил, что Германия изменила подход к миграции. Источник в ведомстве указывает, в отдельных случаях речь идет об организованных договоренностях с другими странами, но часто именно административные барьеры мешают ускорению процесса. Представитель партии, опрошенный в Бундестаге, отметил, цитата, «Несмотря на рост числа депортаций, это все равно недостаточно. Настоящей стратегии возвратов не видно», говорится в заявлении политической силы. В то же время представители соседних стран выступили за ужесточение контроля на границах и расширение сотрудничества в вопросах миграции. И это еще не все. Дальше еще больше. Соединенные Штаты Америки объявили, с августа могут ввести пошлины до 30% на товары из Евросоюза. Европа отвечает, готовит контрмеры на сумму до 72 миллиардов евро, включая импорт из Соединенных Штатов Америки от автомобилей до виски. Вот что на самом деле происходит. Союзные торговцы Германии уже бьют тревогу. Согласно оценкам торгово-промышленной палаты, экономика получает серьезный удар и потери могут достигать миллиардов евро в месяц. Для таких немецких автопроизводителей, как BMW, Volkswagen, Porsche, каждый экспорт в Соединенные Штаты теперь под угрозой. Ожидаются перебои в производстве и цепочках поставок. Эксперты сравнивают текущую ситуацию с торговой политикой прошлого века, указывая на риски для мировой экономики. Оценки ИФА института, экспорт может упасть, внимание, на 38% в худшем сценарии. В Брюсселе обещают ответ, либо договориться до августа, либо ударить слабое место США, включить в винно-алкогольную промышленность, самолеты, боевую технику в ответный список из 72 миллиардов. Канцлер Мерц и президент Макрон уже договорились о совместной стратегии, теперь они планируют финансовые переговоры с Еврокомиссией и держат под рукой вето на провал. Основные последствия – это экспортная зависимость Германии стала очевидной, цепочка поставок оказалась под давлением, а экономика сталкивается с новой фазой неопределенности. Если информация была полезна, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.